Телеканал Валерия Табакова представляет альтернативная версия убийства Ирины Фарион. Почему фрагмент 3 на 4 мм и трубка из посылки меняют картину дела? Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые коллеги, уважаемые подписчики. Поздравляю всех вас с Рождеством Христовым. Я юрист Валерий Табаков и освещаю ход судебного разбирательства в деле по обвинению пока еще невиновного Вячеслава Зинченко. Обвинение в убийстве выдающейся украинской языковедки, общественной деятельницы и бывшей народной депутатки Ирины Дмитриевны Фарион. Сегодня я, друзья, подробно разберу и предложу вам свою новую альтернативную версию событий в этом громком резонансном деле. Эта версия основана исключительно на анализе доступных материалов уголовного дела, показаниях свидетелей, результатах судебно-медицинской и баллистической экспертиз, а также на криминалистических знаниях о модификации оружия. Друзья, я не претендую на абсолютную истину. Моя цель как юриста – показывать возможные пробелы в обвинении, создавать разумные сомнения и способствовать объективному правосудию. В условиях, когда дело вызывает огромный общественный резонанс, важно рассматривать все гипотезы. Давайте разберемся подробно, шаг за шагом, опираясь на факты. Ключевой элемент моей версии – это стартовый, сигнальный или шумовой пистолет модели «Сталкер», который, согласно материалам дела, был приобретен подозреваемым, обвиняемым Вячеславом Зинченко весной 2024 года у продавца из Днепра через интернет-форум. Этот пистолет изначально не является боевым. Он предназначен для холостых выстрелов или сигнальных патронов. Однако в показаниях свидетеля-продавца есть важная деталь. В посылку с пистолетом была вложена дополнительная трубка диаметром 3 или 4 мм. Эта трубка, по словам свидетеля, могла предназначаться для модификации оружия. В криминалистике такие детали часто используются для импровизированной переделки стартовых пистолетов в самодельное огнестрельное оружие малого калибра. Как видно из этих показаний, продавец подтверждает наличие трубки малого диаметра. Это нестандартная деталь для обычной переделки под 9 мм, а именно для нестандартной модификации. Представьте процесс. Оригинальный ствол с
стартового пистолета заменяется или дополняется этой трубкой диаметром 3-4 мм. В канал вставляется импровизированный снаряд. Небольшой кусок свинцового металла размером около 3 на 4 мм. Для выстрела используется холостой спортивный патрон калибра 9 на 18 мм, который создает газовое давление, выталкивая снаряд через узкую трубку. Такой самодельный механизм объясняет, почему выстрел мог быть произведен с близкого расстояния в голову, как это установлено в деле, и привести в результате к летальному исходу, несмотря на малый калибр. В криминалистике известны случаи так называемых zip-gun, самодельных пистолетов на основе трубок, где холостой патрон служит только источником энергии. Технически это возможно, хотя и рискованно. Трубка может не выдержать давления, но при близком выстреле скорость снаряда достаточна для проникновения в голову. А теперь перейдем к ключевым экспертизам, которые, на мой взгляд, поддерживают эту версию. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная летом 2024 года, установила причину смерти – проникающее огнестрельное ранение головы с извлечением металлического предмета, свинцового фрагмента размерами примерно 3 на 4 мм. Это нетипичная заводская пуля калибра 9 мм с рифлением и деформацией от нарезного ствола, а именно небольшой кусок металла, который мог быть вручную вставлен в импровизированный ствол. Прокурор на заседании заявила, что согласно судебно-медицинской экспертизе из головы потерпевшей Фарион извлечен металлический свинцовый предмет размерами 3 на 4 мм, ставший
причиной смерти. Она может потом кислотность повыситься, да? Прокурор сама Ты пила? подтверждает эти размеры. Это критично. Стандартная пуля имеет диаметр 9 мм, а здесь всего 3-4 мм. Далее. Баллистическая экспертиза. Она выявила важное несоответствие. Найденная на месте преступления гильза калибра 9 на 18 мм, спортивная, от холостого патрона, не имеет баллистической связи с извлеченным фрагментом. Нет следов рифления ствола, нет типичной деформации пули от выстрела из нарезного оружия. Таким образом, гильза могла служить только для создания импульса, а снаряд – отдельным куском металла, вытолкнутым через гладкую трубку малого диаметра. В баллистической экспертизе записано: отсутствует баллистическая связь между гильзой калибра 9 на 18 мм и металлическим фрагментом 3 на 4 мм. Цитата из судебно-медицинской экспертизы. Извлечен свинцовый фрагмент размером 3 на 4 мм. Проникающее ранение – причина смерти – повреждение мозга. Друзья, это несоответствие, отсутствие связи между гильзой и снарядом, малый размер фрагмента идеально вписываются в версию самодельной модификации с трубкой 3-4 мм. Оружие, которым осуществлено убийство, до сих пор не найдено, что оставляет пространство для этой и других подобных гипотез. Конечно, такая переделка оружия неэффективна и опасна для стрелка, но в криминалистике фиксируются подобные случаи импровизированного оружия. Друзья, эта альтернативная версия не отрицает наличие косвенных улик против Зинченко, переписку о покупке пистолета, интерес к модификациям, другие доказательства. Однако она подчеркивает серьезные вопросы к экспертизам и требует дополнительных исследований, моделирования выстрела через трубку 3-4 мм, сравнение с извлеченным фрагментом. Как юрист я настаиваю, справедливый суд возможен только при рассмотрении всех разумных сомнений. Если у вас есть дополнительная информация, видео или документы, обращайтесь ко мне или в суд. Правда должна восторжествовать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, чтобы обсуждение было объективным. Донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Страна должна знать своих героев, будь то обычный прокурор из Львова или я, юрист. Валерий Табаков. До новых встреч. С Рождеством!